Всем привет! Мы прилетели в Мурманск, за нами аэропорт. Отсюда начинается наше путешествие в село Тереберка. Будем надеяться, что без приключений, но они уже начались. Дорогу замело, погодные условия не позволяют туда проехать. Будем думать, что делать. Гостиница там уже оплачена 4 дня. Будем надеяться, что мы туда проедем. Из аэропорта мы сейчас едем в город Мурманск на автобусе. Мы бюджетные туристы. Вот. В принципе, выдвигаемся. Ну, в общем, из-за погодных условий вынуждены были остаться в Мурманске. Экстренно искали дешевое жилье. Вот, и нашли такой хостел. Недалеко от вокзала находится. Вот, бюджетный вариант. Называется Умка. Койко-места у них по 550 рублей. Есть несколько номеров от 1100 до 1600 рублей за номер. Цена зависит: один человек, 2 человека, и есть окно в номере или нет. Ну, в общем, 3 дня мы здесь как-то перекантовались. Ну вот, дорогу на Тереберку открыли. Пытаемся туда выехать. И, видимо, едем одним днем. Не одним днем, точнее. Ночью приезжаем, ночуем. Там день, если успеем съездить на морскую экскурсию, на рыбалку, и вернемся обратно. Ну вот, нас высадили недалеко от нашего отеля. До него, правда, надо еще идти по сугробам. Пивоварня работает с 11 до 23. Так, куда нам дальше лезть? Непонятно. Зайдем, спросим. Видимо, сначала пиво, потом заселение. А здесь по сугробам по колено мы пробираемся в наш отель. Ой, впереди нас встретила хаски. Провожает нас до отеля. Правильно. Она скажет: покажу дуракам дорогу, блин. Вот он, собак. Ну и мы почти в отеле. Осталось не навернуться. Собакин, пока. Ты куда? Ой. Он туда пошел. Здрасте. И не наш. Он просто шел и пришел. Давай. Собакин нас проводил. Теперь выходи. Иди. Ничего здесь делать. Ну вот, мы заселяемся в отель у пивоварни. Нас селят на 2-й этаж. Это наш номер. А там вон дальше кухня. Общая зона, где можно посидеть и все приготовить. Телевизор. Ну, здесь достаточно уютно. Микроволновка. Ну, стакан, приборы. Всем можно пользоваться. Стиральная машинка стоит. Или посудомойка. Посудомойка, холодильник. Ну, да, посудомойка. Все. Уютненько. Ну, теперь идем в номер. Это наш номер. Санузел. Совмещенный. Душ. С одноразовым гелем. Да, гель одноразовый, мыло, все лежит. В принципе, большая двуспальная кровать. Есть раздельные кровати, если кому надо. Телевизор, стол. Ну, уютненько.
Пивзавод. Вот наш отель. Вид с утра. Вон дальнее здание. Вот такой вот вид вокруг. Старая Териберка. Впереди кусочек залива. Вот так. Идем гулять. Вот так выглядит старая Териберка. Много разрушенных таких брошенных домиков. В них явно никто не живет. Даже у моря. Вот такой вот немного даже удручающий вид. С такой рядом красотой. Сиянием в этот раз нам в эту поездку, видимо, не повезло совсем. Ну как относительно. Вот в старой Териберке здание старой школы. Пивоварня недалеко от него находится. Когда выскочили, было чистое небо. Ну, небольшая вспышка была, маленькая, зеленая, на фотку. На телефон удалось ее сделать. Но не более того, чтобы посмотреть. А если кто-то здесь будет, можете посмотреть. А еще тут атмосферненько прийти сюда ночью. Реально. Ну и просто так чуть-чуть поболтаться, побродить. Ну, единственное, имейте в виду, ночью не видно. Но впереди местное кладбище. Но получится очень атмосферно. Идем к заливу. Вот проходим мимо отель Ковчег. Прошли. Здесь, по-моему, такие домики, Териберский берег. Носятся тут хаски, сломя голову. По-моему, она нас вчера у отеля встречала, провожала до дверей. И вот в той части тоже какой-то отельчик из домиков. Вот. А впереди небольшая ферма оленей и хаски. Вон там головы торчат. На камеру, наверное, не видно, но лай уже слышно. Тут же на берегу находятся два ресторана. Но мы в них не заходили, у нас времени нет. Получилось, что мы одной ночью приехали поздно. Они, в принципе, работают где-то до 10. Вот, но кухня, как говорят, закрывается уже у них на готовку в районе 8 часов. Поэтому туда мы не попали. А сегодня, видимо, экстренно придется отсюда выезжать, чтобы здесь не застрять. Погода опять ухудшилась. Из 6 часов начнется восточный сильный ветер. Если он будет со снегом, это вообще тут попа дорогу перекроет. Это точно, да, вот ферма с касками и с оленями. Кто здесь будет, заходите, посмотрите. У нас времени просто, к сожалению, нет. Сейчас зайти, покормить. Бежим галопом, что называется. Надо немножко отснять, попасть в другую кафешечку, перекусить. Мы взяли морскую прогулку с рыбалкой. Нам надо на нее успеть. В общем, ходим, гуляем. Забыл крепеж от монопода. Снимаю с рук. Ну, сам дебил, что могу сказать. Сам виноват. Собственная глупость. Вот скелет у ресторана. Китовый. Подделка из фильма «Левиафан» Звягинцева. По-моему, так, если я не ошибаюсь. Фильм, кстати, смотрел, мне очень понравился. Очень клевый, но тяжелый. Вот, в принципе, ресторан один. Возле него находится непосредственно этот скелет кита. Наш друг. Правильно, босым угол. Идем. Народ уже по берегу гуляет. Вот скелет кита, муляж, качели, на которых здесь
Очень клево покататься. Даже ночью. Ночью никого нет. Трон севера. Можно сфотографироваться. Не железный, деревянный. Ну, вот такой вот вид по берегу. Солнца еще нет. Конечно, выглядит пасмурно, грустненько. Но очень красиво. Камера, наверное, не передаст всей этой красоты. Надо ехать и смотреть самим. Вышли на берег пролива. Красотища. Да, на море, океан, на воду можно смотреть вечно, даже если она холодная. Зашли мы все-таки на ферму, быстро забежали на 5 минут. У нас получилось, надеюсь, что везде успеем. Вот они, красавцы. Олени, мне кажется, это еще молодые, маленькие. Смотрит он, конечно, непонятно, то ли хочет отдуть, то ли ему просто интересно. Хотя вряд ли, они добрые, но красивые. Кстати, вот этот собакин, если сюда придете, у будки, прям сразу перед входом перчатки, вот что-то есть похожее на игрушки, убирайте в карманы. Игривый пес отнимет и утащит в будку, как сказали. Большой инструктаж. Так, нам проводит инструктаж. Да, заходите туда. Если у вас корм упадет, то ни в коем случае не нагинайтесь, потому что они могут тоже нагнуться и резко руками. Так они добрые, зубов у них передних нету, желательно зубы все сзади. Можете спокойно с ладошкой кормить. Инструктаж. Вот так вот. О, инструктаж получили. Заходим кормить. Опс, вон, смотри. Смотри, смотри, да что. Подальше выставили, да, от себя. Опс. Да, вот. Опасно, конечно. Рожки у них. Но это они не со зла, а просто потому что так кушают. Животные вообще всегда классные. Такой носик прям. Тоже идет? Настя, голову аккуратнее. Очень активно. Красивые животные очень. Так, мы выдвигаемся из старой Териберки. По-моему, если не ошибаюсь, новая часть. Ладейная называется. Вот, идем мы туда пешком. Что еще хотел бы сказать. Приезжать однозначно стоит. Хотя бы раз посмотреть, именно зимой. Вот, если вы туристы такие, не любите сидеть на одном месте, быстро посмотрели, уехали, то в принципе тут осмотреть старую, новую часть и съездить еще в пару мест, в которые мы сейчас не поедем просто, но не успеваем. Здесь ровно один день нужен, полный, полноценный. Если же вы любите полюбоваться природой, покайфовать, посидеть, вообще просто здесь можно провести, ну, спокойно, наверное, дня 2-3 в тихой обстановке погулять, походить. Ну, все передвижение пешком ведется по дорогам, которые хоть как-то чищены. Ну, да, впереди, наверное, на камеру не будет видно, на той стороне деревянный хвост кита. Вот.
Он ночью должен светиться, вроде как. Но вчера мы до этого не видели. Вот. Ну, в общем, вот так. Ну идем мы покушать в ресторан. Заодно попробовать там пару фирменных коктейлей, если застанем местную знаменитость, местного бармена, который делает авторские коктейли. Вот. Да, Хаски нас все провожает, такое ощущение, что пойдет с нами до конца. Или мы с ним, да, непонятно, кто кого ведет. Ну, видимо, он нас все-таки. Вот. Про кафе-ресторан он называется, вообще пишется вроде как Молли, но скорее всего звучит как Мёлли на датском. Вот. Если кто-то знает как, поправьте. Вот. Может быть, дойдем, спросим, узнаем. Посмотрим. Ну а вот на этом транспорте где-то за 8 тысяч, когда тут полная жопа, вас могут вывести. За человека 8 тысяч, а то и больше. Ну такой вездеход прикольный. Да, мощь, одни колеса огроменные. На таком тут и надо передвигаться. Да. Вот это транспорт. Вот позади старая териберка. Вот по дороге в ресторанчик. Мы приходим еще в одну достопримечательность тут. Это кладбище кораблей. Ну, относительно, скажем так, кладбище. Несколько здесь таких разбитых корабликов. Даже сказал, от них скелетики какие-то остались. Скелеты корабельные. Можно сделать красивые фотографии. Немножко стремноватые. Ну, как люди некоторые любят делать. Но в общем и целом, если гуляете, время у вас есть, да, подойти, сделать видео, пару фоток можно. Место туристическое. Сюда водят группы. Вот группа идет. Вот, поэтому, если чуть подождать, здесь можно быть абсолютно одному и сделать кучу просто фоток. Ну, вот еще одна достопримечательность. Это уже реальный скелет кита. По-моему, он попахивает. Скелет кашалота написано, если точнее. Да, он пованивает, я бы даже сказал, не попахивает. Вот, находится он по дороге из старой териберки в Ладейное. Вот. Быстренько посмотреть можно. Отель, по-моему, этот Кедр называется. Вот прямо его здание. Отель и ресторан тут. Вот прямо возле него. Ну вот, в принципе, мы уже прошли это Ладейное или Новая Териберка, не знаю, как правильно. И вот мы приближаемся к ресторану, куда мы шли. Вот он виднеется впереди, такое здание, белый купол. На самом деле есть почему-то не хочется, хотя мы даже не завтракали. Вот. Но попробовать в любом случае какие-то блюда местной кухни надо. Ну, как минимум поесть рыбного супа я точно хочу. И попробовать пару их фирменных коктейлей, если удастся. Ну, Хаски нас провожал до самого кафе. Примерно часа полтора он с нами шел. Вот. Чей он, мы не знаем. Наверное, общий. Вот. Ну и, в принципе, вот оно, само кафе. Мы потихонечку к нему подходим. Вот. Народу там сейчас не должно быть. Вот, потому что ребята сказали, что группа к ним приедет, по-моему, после часа, после двух.
Так что, в принципе, мы должны нормально сесть, посидеть, покушать. Такой вот вид вокруг. Заходим в кафе. Надо отряхнуться. Вот. И вот такой открывается вид от кафе. Здравствуйте. Здесь встречают ребята. Мест много. Будем пробовать местную еду. Спустя 1,5 часа мы добрались в кафе с красными лицами, но довольными. Это местный бармен, местная знаменитость. Кстати, отчасти из-за него мы сюда пришли. Спасибо большое. 1,5 часа шли. Ой, спасибо большое, очень приятно слышать. Это наш один из самых популярных напитков, горячих, согревающих. Это наш вариант Транссибирского экспресса классического. Здесь домашнее пюре из облепихи, апельсиновый сок, мед, лимон, имбирь и каскинкорма, водка, малина, сосна. Сверху розмарин жженый. Если хотите, опустите внутрь, если не хотите, не опускайте. Все, сейчас будем пробовать. Пока горячий коктейль. И наш напиток начинается с небольшого представления композиции. Здесь вы видите черное солнце, которого у нас нет по полгода. Все остальное дополняет снег, грубо говоря. Это сахарная вата. Если напиток покажется вам чуть сладковатым, просто положите ее внутрь, она растворится, ничего не оставит. Здесь лепестки жасмина, потому что в составе кордиала жасмин, и безешки. Все съедобно. Самое интересное сверху. Он действительно закручивается и сияет максимальное сияние. В составе, напомню, домашний кордиал из жасмина, апельсиновой цедры, водка Финляндия, северные ягоды, немного минту, бабл гам и новозеландский савиньон бланк. Будем пробовать. Спасибо. Хоть какое-то сияние видели здесь. Это точно. Ну вот отсюда должна начаться наша морская прогулка. Стоят кораблики рыболовные. Посмотрим, поймаем мы рыбу или нет. Сияние не поймали. Надеемся на рыбу. Но это спуск на корабль. Надо еще тот еще экстрим. 5 минут и вы на лодке. У нас группа небольшая, поэтому недолго. Это наш кораблик. Выплыли. Точнее, не выплыли, а плывем на морскую прогулку. Ребята вдалеке, по-моему, касатки. Блин, люди. Ребята, экскурсия точно удалась. Боже мой! Господи! Вот такая красота. Да, они касатки специальные животные, они не тусят одни. Господи боже.
Ну, уже огрызок. С малышами, видишь? Я вижу, с малышами, с малышами. Малыша лучше. Я могу вас поздравить, это редкость. Это действительно редкость. Вот местные рыбаки говорят, что мы попали на какой-то эксклюзив, можно сказать. Это действительно очень красиво. На китов нельзя. Я не ходила специально в Московский океанариум, потому что там держат двух касаток в неволе очень долгое время. А касатки мне не нравятся быть в неволе. Вот такой кайф. Мы не увидели сияние, застряли на 3 дня в Мурманске. Мы увидели касаток. И это очень круто. Давай к ним. Ну что, рыбалка или погоняют? Они тюленя подкидывают. Ты сняла, да? Ребята, продолжается наша экскурсия. Морская и рыбалка. Мы увидели то, чего не ожидали. Это реальный кайф. И это, кстати, могу вам сразу сказать, одна из экскурсий, которую здесь точно стоит посетить. Не жалейте времени своего, потратьте. Удастся увидеть что-то или нет, конечно, никто не гарантирует. Но если что-то увидите, это реальное ощущение, просто не передать словами. Так, народ, и кто боится, что здесь будет холодно? На море гораздо теплее, чем на суше. Да, тут болтает. На корабле есть, как сказать, вот такая каюта. Сюда можно зайти, погреться, там очень тепло. Вот так это все выглядит. Можно попить чая. То есть не замерзнете точно. Что, пьем чаек на лодке. Кайф. Вот рыбалка клюет с 2 рук. Вручную, конечно, крутить жесть, но мы пытаемся. Электроудочка рулит. Ждем, когда появится рыба. Телефон не реагирует. Я буду вытаскивать. Так. Так, ну на ручную точно тащим крокодила, не меньше. Нет, там уже. Не знаю, может быть, фиксатор какой-то стоит. Вон она, вон она. Так. На электроудочку, вот они. Вау! Есть рыба! 2! Так, наша прогулка, рыбалка продолжается. Девушки ловят. А я смотрю, как ловят. Механической удочки, конечно, тяжело, даже с глубины где-то метров 60-70 тащить очень тяжело и долго. Даже тащишь, когда одну блесну. Вон уже видна рыба. Я не знаю, видно вам или нет. Вот, блядь, вот она, вот она. Ох ты. О, какая попалась. Вот это треска. Вот это улов. Надеюсь, что и я чего-нибудь поймаю. Вот так. Кого еще? Ребят,
Ребят, кому еще удочку? Кому удочку? Ой, маленькая. Хотел ее за что-то. За жабры. Так, смотри, сильно тоже не переключишь. Небольшая, но есть. Вот такой улов. Хорошая. Что, ребят, рыбалка удалась. Морская прогулка удалась. Видели касаток, подводную лодку. Порыбачили. Возвращаемся в Териберку. Ну и срочно, так как дорогу, видимо, сегодня перекроют опять из-за погодных условий, пытаемся из Териберки уехать в Мурманск. Ну вот, выезжаем домой. Приезжали к вокзалу в Мурманск, к авто ИЖД. Вот от него же сейчас будем уезжать обратно в аэропорт. Вот автобус 106 стоит. Остановка у него прямо здесь. Стоит автобус до аэропорта 101 рубль с человека. Ехать примерно час.